Турки и арабы готовятся к битве за Сирию. Сирийская делегация во главе с министром иностранных дел Асадом Аш-Шайбани прибыла в Саудовскую Аравию с первым заграничным официальным визитом. Визит проходит менее чем через месяц после того, как был свергнут режим Башара Асада. В состав делегации также входят министр обороны Мархаф Абу Касра и глава службы общей разведки Анас Хаттаб. Ранее глава новой сирийской администрации Ахмед Аль-Шара встречался с делегацией Саудовской Аравии во главе с советником королевского двора в Народном дворце в столице Дамаске. Также в Дамаск прибыл первый саудовский самолет с гуманитарной помощью в рамках объявленного Эр-Риядом воздушного моста. Подробности сирийско-саудовского диалога не разглашаются, но эти акции проходят в контексте укрепления отношений между Сирией и соседними арабскими странами. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские политики и дипломаты столь высокого уровня не посещали королевство. В этот раз стороны, как отметили в Дамаске, были намерены провести переговоры, посвященные усилиям по достижению политического урегулирования сирийского кризиса при обеспечении единства, безопасности и стабильности Сирии. И появились итоги переговоров, обозначенные в совместном заявлении. В нем содержатся многозначительные тезисы. Первый. О необходимости поддержки сирийских государственных институтов, расширении их контроля над сирийской территорией. И второй. Прекращение присутствия вооруженных формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии. Второй тезис нуждается в дешифровке. В настоящее время на севере Сирии присутствуют вооруженные силы США численностью 2000 человек. Они находятся на границе между Сирией, Ираком и Иорданией и расположены на важнейшем шоссе Дамаск-Багдад, которое играет жизненно важную роль для Дамаска. Российские воздушно-космические силы появились в Сирии в конце августа 2015 года на основе двустороннего соглашения. Действует также материально-техническая база военно-морской флот в Тартусе. Что касается Ирана, то его военные подразделения после более 13-летнего пребывания покинули Сирию. Поэтому возникает вопрос, воспринимает ли Эр-Рияд военное присутствие США и России в Сирии в едином контексте внешних центров силы в этой стране или делает различия? Раньше в Эр-Рияде определенные силы представляли операции воздушно-космических сил в Сирии как союз России с Ираном, а не как борьбу против ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России, США и странах Европы. Был и другой подход. Россия ведет борьбу с ИГИЛ и в этом отношении состоит в первую очередь в неоформленном альянсе с США, и только во вторую — с Ираном. Подписанное при посредничестве Китая Ирано-Саудовское соглашение о нормализации отношений внешне сняло остроту этой проблемы, хотя ситуация остается крайне противоречивой. Пойдя на улучшение взаимодействия с Ираном, Саудовская Аравия преследует задачу по суверенизации зоны Персидского залива, то есть снижение присутствия Вашингтона в регионе и уменьшение его вмешательства во внутренние дела. Сейчас арабов больше волнует не Россия, потому что два тезиса в совместном заявлении Саудовской Аравии и Сирии объединяет стремление оградить действия таких внешних сил, которые пытаются оказывать влияние на формирование сирийских государственных институтов. Это США и Турция. Вашингтон действует в Сирии как союзник курдов, с вовлечением иракского Курдистана и проекцией на Иран и Турцию. Но сейчас, как считает ливанское издание «Лебанон-24», под ударом арабов оказывается Турция. Не случайно вслед за визитом в Дамаск главы МИД Турции Хакана Фидана Сирию посетили делегации из Иордании, Катара и Саудовской Аравии. По словам американского стратегического аналитика Ричарда Вейтса в интервью газете «Аль-Хурра», целью таких визитов является стремление ограничения турецкого влияния в Сирии, даже учитывая, что интересы Турции и арабских стран, возможно, не всегда пересекаются. В арабском мире Сирию воспринимают как страну с мистической историей. Даже османские султаны полагали, что эффективно управлять империей нужно было не из Стамбула, а из Дамаска. Поэтому арабские страны чувствительно относятся к происходящим в регионе геополитическим переменам и опасаются того, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удастся перелицевать Сирию на новоосманский лад, приблизив ее к себе, отдаляя от арабов.
А турки уже подмяли под себя север Сирии, и если верить турецким СМИ, успешный опыт Идлиба, Алеппо и других протурецких территорий планируется масштабировать и на другие районы страны, так что битва за Сирию еще только начинается. В свою очередь, американцы времени зря не теряют. США приступили к созданию постоянной военной базы в Кобани, расположенном на севере Сирии, недалеко от турецкой границы. Это решение связано с усилением военного присутствия в регионе, который имеет стратегическое значение для контроля ситуации на Ближнем Востоке. Новая база станет ключевым пунктом для операций против террористических группировок и расширения сотрудничества с местными силами, в частности, с курдскими отрядами народной самообороны, которые являются важными союзниками США в борьбе с ИГИЛ. Естественно, это вызвало возмущение и обеспокоенность со стороны Турции, ведь турки рассматривают курдские формирования как угрозу своей национальной безопасности. Однако США заявили, что база будет играть роль стабилизирующего фактора в регионе. Новый начальник разведки Сирии Хаттаб связан с турецким разведывательным агентством MIT. Анас Хасан Хаттаб, недавно назначенный 38-летний директор службы общей разведки Сирии, поддерживает тесные отношения с национальной разведывательной организацией Турции MIT, что восходит к его деятельности по координации операций Аль-Каиды в Сирии. Несмотря на то, что США признали Хаттаба террористом в 2012 году за связи с группировкой Джабхат ан-Нусра, а Комитет ООН по санкциям в отношении Аль-Каиды включил его в санкционный список в сентябре 2014 года, его случай демонстрирует скрытое пренебрежение Турцией резолюциями ООН и игнорирование обозначений США, ключевого союзника по НАТО. Хаттаб был завербован Департаментом специальных операций MIT под руководством Кемаля Эскинтана, бывшего военного, известного джихадистским группам под псевдонимом Абу Фуркан. Эскинтан сыграл ключевую роль в тайных операциях Турции по поддержке вооруженных джихадистских группировок на Ближнем Востоке и в Африке, чьи действия соответствовали политическим целям правительства президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана. Пока MIT тайно сотрудничало с Хаттабом, Министерство внутренних дел Турции заняло иную позицию. В отчете 2021 года министерство охарактеризовало Хаттаба как связанного с ИГИЛ, стремясь успокоить критику в адрес Турции за недостаточные усилия в борьбе с ИГИЛ. Согласно отчету, Хаттаб входил в шестичленную группу под руководством Аль-Джулани, который стал де-факто лидером Сирии. В 2012 году Аль-Джулани поручили создать сирийское подразделение ИГИЛ. Позднее он и его соратники покинули ИГИЛ, заявив о верности Аль-Каиде. Сотрудничество MIT и Аль-Шара привело к переформатированию Джабхат ан-Нусры в 2016 году в Джабхат Фатах аш-Шам, а затем в 2017 году в Хаят Тахрир аш-Шам. Хаят Тахрир аш-Шам функционирует в провинции Идлиб под защитой турецкой армии, генерируя доходы через налоги, торговлю и банковские каналы Турции. Несмотря на международные санкции, сотрудничество MIT с Хаттабом продолжилось. В 2024 году министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил в интервью сотрудничество MIT с Хаят Тахрир аш-Шамом, нарушив международные законы и турецкие нормативы, которые запрещают поддержку террористических групп. Поддержка Турции джихадистских группировок, таких как Хаят Тахрир аш-Шам, может обернуться серьезными последствиями, включая рост нестабильности в приграничных регионах, что напоминает ситуацию с Inter-Services Intelligence в Пакистане. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.